Доброго времени суток, с вами канал Python Hub Studio, и это первая из серии видео, я думаю где-то будет штуки 4, в котором мы напишем CPU монитор при помощи библиотеки Tkinter. Вот по этой ссылочке можете посмотреть, как будет выглядеть конечный результат. И, кстати говоря, там же ее и скачать себе на комп. Итак, что нам для этого потребуется, кроме сноровки и знания ООП? Программа будет состоять из 3 модулей, поэтому нам необходимо создать папку и кинуть в нее пустой файлик с расширением P. Итак, открываем его в вашем любимом редакторе и начинаем писать. Библиотека Tkinter является встроенной библиотекой, ничего дополнительно скачивать не нужно. Импортируем ее в наш рабочий документ. И делаем это по всем правилам, то есть импорт Tkinter от ТК, будем обращаться к ней как к ТК. И теперь, чтобы создать первоначально базовое окно нашего приложения в функциональном стиле, обычно это записывается так. Создаем базовую переменную. Из класса ТК, из модуля ТК вызываем класс ТК. И через имя этой переменной применяем метод main_loop, который замыкает цикл исполнения данного окна. И запустив данный код, получится следующее. То есть это стандартное базовое окно, его можно сворачивать, разворачивать и в общем вертеть им как угодно. Где оно тут? Шило. В общем оно растягивается и делает все то же самое, что и обычное окно. Но так как мы будем писать это в ООП стиле, значит делаем следующее. Создаем класс. Даем ему свое любимое имя. В данном случае давайте назовем его application. Он у нас будет наследоваться непосредственно от класса ТК. Можно наследоваться и от frame, но я думаю, что от ТК более правильно. Наследуемся от ТК и эту всю конструкцию здесь меняем. То есть теперь мы запускаем наш root. В нашем переменной root непосредственно наш класс application. Далее, чтобы эта вся конструкция сработала, здесь нужно вызвать конструктор класса ТК. Для начала поставим здесь двоеточие, это я явно забыл это сделать. Теперь определяем здесь метод init, то есть мы его перегружаем. Так, self, не забываем двоеточие, и здесь вызываем принудительно из нашего модуля Tkinter класс tk, точка, и его метод init. То есть так как мы его перезагрузили здесь, он автоматически вызываться не будет, поэтому мы его вызываем вручную. И здесь в скобках self. Давайте запустим эту конструкцию и посмотрим, что сейчас будет. Абсолютно такое же окно у нас появилось, и теперь мы можем работать. То есть это получился у нас объект, которым мы сейчас будем с вами манипулировать. Так как мы с вами унаследовались от класса ТК и запустили этот объект в переменной root, это имя попало у нас в параметры self, соответственно, теперь все обращения к свойствам и атрибутам класса ТК у нас будет происходить через имя self. Итак, для начала геометрия. Геометрия нашего окна. Давайте зададим новую геометрию. В этот метод необходимо передать строку, например, 400 на 400 пикселей. Ставим здесь просто x 400, замыкаем нашу строчечку и давайте посмотрим, что получится. Окно стало больше. Кроме того, если здесь записать плюс, к примеру, плюс 1, запустим, смотрим на примере. Окно появляется 1 пиксель с отступами по 1 пикселю, к примеру, от левого и верхнего края нашего монитора. Но в данном случае приложение у нас будет адаптироваться под количество потоков на процессоре на любом компьютере, на котором бы оно не было запущено, поэтому параметр геометрия нам не нужно. Значит, здесь мы запишем следующее. Для начала нам необходимо, чтобы мы могли менять прозрачность нашего окна и чтобы это окно было постоянно поверх всех окон. Для этого через имя self обращаемся к методу attributes, который позволяет в виде аргументов передавать задавать новые значения для свойств ТК. Итак, attributes, и здесь мы передаем первое. Так, ставим тире альфа. И через запятую прозрачность. Поставим пока что единичку. То есть 100% прозрачности окна. И второй topmost. То есть в этот
В это свойство мы передаем значение true, то есть булевое значение просто. И давайте запускаем в данном случае наше окошко. Что-то я накосячил. Так, здесь я написал буквы задом наперед. Topmost. Итак, наше окно поверх любых окон. Пробуем переключить редактор. Не получается. Так, Topmost работает. И теперь проверим прозрачность. Например, давайте поставим половину в 50%. Наше окно прозрачное. Отлично. Так, вернем пока единичку. Продолжаем дальше. Дальше нам нужно убрать с вами рамку нашего окна. Так, оно у нас, значит, как бы вот это вот надпись в общем. И сюда передаем булевое значение true. Так, опять проверяем. Все, рамки нет, и оно у нас появляется. То есть закрыть мы его так сейчас уже не можем. Приложение, это окошко не реагирует вообще ни на какие нажатия, потому что тут просто уже ничего нет, и оно у нас появляется в левом верхнем углу. Замечательно. Дальше. Следующее, что мы сделаем, это запретим изменять его размер, то есть растягивать. Опять же, через имя self, resizable, то есть у нас здесь вот он. И сюда записываем false, то есть в ширину и в длину у нас его нельзя будет растягивать. Замечательно. И теперь создадим title, то есть надпись на нашем окне. Вроде бы там и нет рамки, где написано title, но в ходе написания приложения эта рамка все-таки будет появляться, чтобы мы могли с вами перемещать это окно. Здесь выведем сообщение. Там будет написано просто название этого приложения. Итак, запустим, проверим, все ли работает, нет ли ошибок, все замечательно. И теперь размещаем виджеты. Кстати говоря, код этого видео доступен по ссылке под описанием видео. То есть переписывать его не обязательно. А теперь, после того, как мы с вами создали главное окно, теперь необходимо заполнить его виджетами. То есть кнопками, спинбоксами, в общем, всеми виджетами, которые мы сейчас с вами будем рассматривать. Для этого мы создадим дополнительно еще один метод. Просто для логического разделения данного кода, чтобы все это не писать в методе init. Итак, мы создаем с вами метод, даем ему стандартное имя setUI, то есть набор графического интерфейса. Здесь прописываем параметр self. Так, двоеточие. Этот метод у нас будет запускаться здесь в методе init, то есть он создал окно, запустил метод, заполнил виджетами окно. Итак, здесь через self точка запускаем этот метод setUI. Так, где он тут у нас? setUI есть. Запустили. Итак, теперь начинаем заполнять его виджетами. Каждый виджет представляет собой класс. Эти классы у нас расположены прямо в библиотеке Tkinter, то есть мы сейчас будем их использовать, но в Tkinter есть два варианта виджетов, которые находятся в Tkinter, и отдельно есть там в Tkinter модулек TTK, в котором виджеты более, скажем так, более лаконично смотрятся. Они принимают внешний вид темы оформления Windows, поэтому они будут смотреться более лучше, поэтому мы записываем дополнительный импорт from Tkinter import ttk. И в этом модуле хранятся новый вид виджетов. Итак, теперь давайте начнем. И теперь записываем наш первый виджет, то есть кнопку. Как обычно, иерархия вызовов. Мы из ttk вызываем button, то есть это у нас будет кнопка. Размещаем ее на self, то есть это наше окно. И здесь передаем аргументы. В аргумент текст передаем строку, то есть что будет написано на кнопке. Это, в данном случае эта кнопка у нас будет выходить из нашего приложения. Так, пока что мы сейчас это так и оставим. И точка pack. Pack это один из трех упаковщиков, то есть тот, который собирает нашу кнопку и размещает ее на нашем окне. Значит, и бывает еще упаковщик grid и place. Grid и place более консервативные, то есть они, значит, place размещает по сетке, то есть, а grid по столбцам и этим, как их там называют, строкам. Pack, давайте посмотрим, как он работает. Запустим данное приложение сейчас. Вот она наша кнопка, наше окно, так как не прописана геометрия, значит, становится по размеру этого виджета, а упаковщик pack без аргументов бросает его в самом верху по центру. Ну, то есть, к примеру, если бы сейчас это окно было такое, как редактор, эта кнопка была бы вот здесь, вот вверху по центру. Ну, так как геометрия окна
размером с наш виджет, поэтому получается то, что получается. Итак, давайте сюда добавим, значит, метода pack, значит, в параметр fill, то есть заполнение, запишем следующее. Из tk нужно вызвать x. То есть это будет значить, что наш упаковщик упакует нашу кнопку и растянет ее по x, то есть по горизонтали. Запустим, проверим. Сейчас ничего не поменялось, но давайте писать дальше. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. И сделаем следующее. Эту кнопку мы сами запустим, создадим через переменную, чтобы она потом в последующем не глючила, и мы, если что, могли к ней обращаться. То есть как идентификатор. Ну, то есть кнопка будет, на кнопку будет ссылаться с переменной. Так, назовем ее так, exit boot, то есть кнопка равно эта запись, и теперь этот упаковщик применяем соответственно к имени этой переменной. Вот так, все есть. Теперь дальше. Теперь по поводу команды, которая будет исполняться нажатием на эту кнопку. Дописываем здесь, значит, command, и передаем сюда имя функции, которую запустить. Но мы ее еще не написали, но давайте ее назовем так, up-exit. Вызов здесь ее записывать не нужно. Так, up-exit, так как мы ее будем определять как метод нашего класса, то запишем через self. Так, и теперь записываем здесь этот метод. Def, даем ему имя, то, которое мы записали здесь, exit. И теперь, так, здесь self, двоеточие. Во-первых, что мы здесь делаем? Так как эта кнопка выходит из приложения, поэтому мы записываем self.destroy. То есть, грубо говоря, разрушить окно. И теперь нам потребуется, импортируем модуль sys, и из модуля sys вызываем sys.exit. То есть еще и дополнительно на всякий пожарный убить процесс. Итак, запускаем наш кодец и смотрим. Кнопка есть, нажимаем, все, приложение закрылось. Так, теперь следующие виджеты. Упаковщиком pack удобно пользоваться, когда вы не знаете, какого размера будет окно вашего приложения. То есть интерфейс гибкий, а он у нас именно такой, потому что мы не знаем, сколько потоков и какой процессор на машине, на которой будет запущено это приложение. Но в таком случае с ним немножко неудобно работать, то есть размещать на окне. То есть все кнопки и виджеты должны как-то размещаться, как вы видите, то есть у них должно быть зафиксированное место. Поэтому, когда вы пользуетесь упаковщиком pack, необходимо использовать так называемые фреймы. Это некие рамки, которые вы размещаете на окне, посредственно которых вы размещаете сами виджеты. Итак, давайте создадим. У нас здесь будет два фрейма. Значит, один фрейм назовем, да, вот так вот странно, вот так уж вышло, bar2. Из TTK мы вызываем frame. Класс frame создает непосредственно эту рамку, то есть это область, на которую потом будут размещаться дополнительные кнопки. Мы этот сам frame размещаем у нас на окне self, и соответственно потом так, self.bar2, это свойство, в котором мы с вами вызвали класс frame, не равно, а точка, точно так же pack. И в данном случае так, fill, то есть заполнение, равно из tk, из tkinter. В данном случае мы с вами вызовем, значит, то же самое x. Давайте посмотрим, что сейчас вышло. Так как на фрейме ничего не размещено, соответственно, мы его тут и не видим. Выходим из нашего приложения, хорошо, хоть кнопка работает. И теперь есть frame, а есть label frame. Давайте-ка это все посмотрим. Label frame, в принципе, все то же самое, только здесь мы с вами дополнительно пишем такой параметр, как передаем в параметр текст строку. Давайте здесь запишем так, мануал. И запустим, посмотрим, что теперь будет. Опять же, пока что ничего, да, потому что там ничего нет. Но сейчас мы это все увидим на деле. Дальше. Давайте разместим на этом фрейме дополнительные кнопки. Во-первых, так, из TTK опять вызываем нашу кнопку.
Когда к кнопке не будет обращения по ходу написания вашей программы, соответственно, переменные идентификаторы тут и даром не нужны, поэтому просто button, размещаем ее, обратите внимание, мы уже не просто на self, а self bar 2, то есть на нашем фрейме. Поле текст пишем текст, который будет на нашей кнопке. Значит, одна из кнопок у нас будет перемещать наше окно. Итак, давайте запишем здесь move, то есть, грубо говоря, перемещение, и прям тут ее упаковываем нашим упаковщиком. Здесь записываем pack, и вместо fill заполнения пишем следующее. В параметр side пишем left. Просто будет прилипание к левому углу. Давайте-ка посмотрим. Так, что-то. Так, естественно, left точно так же нужно из ТК. Вот, обратите внимание, у нас появилась кнопка, которая размещена на фрейме, и, соответственно, мы теперь уже видим сам фрейм, и вот она надпись «Мануал». То есть эта кнопка, сейчас еще одна кнопка будет, они будут окантованы рамочкой, которая подписана «Мануал». Итак, одну кнопку мы с вами создали, теперь давайте создадим вторую, еще один, так, еще один button, точно так же его размещаем на self bar 2, здесь у нас будет, так, текст вот такого характера. То есть она что-то там будет потом открывать. Мы с вами пишем pack. Точно так же сайт равно tk left. И так как создается сначала эта кнопка на фрейме, потом создается эта кнопка на том же самом фрейме, и так как написано left, то она, значит, разместится следующим образом. Она прилипнет слева от этой кнопки. Есть. Выходим. Эти кнопки мы пока что бросим без команд, а теперь давайте разместим спинбокс. Грубо говоря, это выпадающий список, который нам нужен для того, чтобы выбирать режим отображения нашего окна. Так, для начала точно так же self нам необходим, чтобы потом, то есть мы запускаем переменную, чтобы потом можно было обращаться, и называем ее так combo win. Почему? Да просто так. Такое имя я выбрал. Значит, теперь из ttk.combobox. И теперь, значит, размещаем его на нашем фрейме self bar 2. Следующее. В параметр values, то есть значение, передаем список. И теперь записываем сам этот список. В общем, это просто список из пунктов, которые будут в этом выпадающем списке. Эти значения потом могут использоваться, а могут не использоваться. Ну, в общем, сейчас посмотрим, как это все выглядит. Дальше. И теперь state, то есть статус. И сюда тоже нужно передать строку read only. И только для чтения, грубо говоря, чтобы там пользователь ничего самовольно не мог написать. Так, теперь все это дело мы записываем self combowin.pack. Причем обратите внимание, в данном случае не зря это пишется перед кнопками. Сейчас вы видите почему. Так, значит, мы это все дело упаковываем. Side точно так же равно tk left. Просто чтобы оно первое было. Сейчас мы на все это посмотрим. tk left. С большой буквы нужно. Сейчас. Есть, упаковщик записали. Смотрим, что у нас там получилось. Запускаем наше приложение. Так, есть. Вот он, этот выпадающий список. Но, обратите внимание, он сейчас отображается изначально пустой. Так, выходим из нашего приложения. Значит, меняем это дело. Значит, здесь обращаемся точно так же уже через этот идентификатор. Так, combo win. И значит, здесь в метод current, то есть актуальное значение, передаем то, что нам нужно. То есть изначально наше приложение никуда сейчас не сворачивается и не изменяет свой внешний вид, поэтому выберем don't hide, так как это список, то индекс 1. Так, запускаем.
Запускаем. Есть. Don't hide будет у нас первый выбран по умолчанию. И что-то оно сильно растянутое. Давайте все это дело сейчас поправим. Во-первых, здесь сделаем вот так. Для лучшего отображения. Значит, и здесь то же самое. Сейчас. Бам. State мы сделали. Еще один здесь напишем параметр. То есть ширину. Так. Из ширина у нас будет сколько? Давайте поставим 10. Запятую забыл сразу. Сейчас. Так, здесь у нас тоже запятая нужна. Ага, ширина меньше, но можно еще меньше сделать. Давайте сделаем 9. 9. Так, есть. Все. И обратите внимание, наше приложение, наше окно автоматически приспосабливается под ее содержимое. То есть плюс виджет, оно стало шире и так далее. Итак, закрываем, пишем дальше. Так, вот здесь вот мне не нравится. Сейчас это мы сюда сейчас подвинем. Так, запятую. Так, это мы сюда подвинем. Здесь отступ. Так, есть. Давайте здесь бросим еще один фрейм, на котором потом в последующем мы с вами будем размещать прогресс-бары, на которых будет отображаться загрузка ядер процессора и оперативной памяти. Так, поменяем здесь у нас Power и здесь Fill TK Boss. То есть, чтобы оно растягивалось по максимальной ширине. Так, есть. Давайте-ка посмотрим, что там вышло сейчас. Так, Power. Ага, не туда я маленько все кинул. Так, значит, это мы здесь. Сейчас. Отсюда вырезаем. Вставляем после кнопок. Есть. Вставляем и размещаем его так на селфи. Есть. А ну-ка. Так, есть все. Так как на этом фрейме ничего не размещено, соответственно, его тут пока что и нет. Так, и теперь давайте сделаем так, чтобы наше окошко исчезало и появлялось. Так, через метод self вызываем, не через метод, но вы поняли, через self вызываем метод bind, то есть обработчик событий нашего приложения. Так, self.bind. И в данном случае, этот обработчик может обрабатывать любые события, то есть нажатие на метку, на кнопку, просто наведение мыши на окно и так далее. Это все прописывается, там огроменный список. В данном случае нам нужен не просто bind, а bind класс. То есть, что будет происходить? При наведении мыши на класс ТК, то есть на наше приложение, будет происходить следующее. То есть будут вызываться некие функции, в данном случае методы. И значит здесь первый наш обработчик будет срабатывать. Здесь как строку пишется второй аргумент. В угловых кавычках вот таких вот Enter. То есть при наведении мыши. Здесь у нас будет при покидании мыши нашего приложения. Так, здесь мы в таких же самых квадратных, в прямоугольных пишем leave. Так, это стандартные имена, именно так и нужно написать. И здесь будут запускаться два метода. Первый метод и второй метод. Мы их сейчас здесь запишем. Итак, давайте запишем, определим сейчас с вами эти методы. Создаем первый метод. Создаем тематическое имя, Enter Mouse. Так, ага, это у нас получается род, а вот так вот получается мышь. Так, есть. Соответственно, self обязательно. И здесь необходим еще один параметр event, то есть событие. Потому что, значит, при срабатывании обработчика ошибок в метод или функцию, которую она запускает, передается объект события, то есть координаты мыши и так далее. Там много чего. Но, к примеру, если вы его не используете, его все равно здесь нужно записать, чтобы принять этот объект. Итак, при наведении мыши. Что будет происходить при наведении мыши? Мы с вами здесь записываем условный оператор if. И здесь уже нам понадобится информация из нашего комбо-бокса. Если, так, вызываем его, так, как он там, combo.win. Current, то есть актуальное состояние, то, что сейчас там выбрано.
вызываем, соответственно, этот метод, то есть получаем это значение. И если там у нас 0, то есть первое значение у нас скрывать или не скрывать, соответственно, так и записываем. For1, если там выбрано или это, то тогда записываем через self геометрия нашего окна и передаем сюда просто пустую строку. Значит, объясняю, при наведении мыши будет срабатывать вот этот метод. Давайте сюда его сразу и запишем как команду нашего события self enter. Так, что у нас там? Enter mouse. Будет срабатывать, то есть геометрия окна, она в принципе такой будет оставаться. То есть это означает по умолчанию такая, какая есть сейчас геометрия. При наведении, давайте запишем второй метод. Так, даем ему имя. Leave mouse. Так. Так, то есть при событии, когда с нашего приложения мышь будет уходить, будет запускаться вот этот метод. И здесь мы записываем, естественно, обязательно self, двоеточие и так далее. Здесь мы записываем, если, то есть, грубо говоря, вот эта вся штука, значит, просто скопируем ее сейчас так. Равна нулю, то есть hide, скрывать наше окно, то тогда мы делаем следующее. Self geometry. Так, self geometry. И сюда передаем. Значит, здесь нам понадобится F строка. Так, сюда, сюда. Значит, здесь мы делаем следующее. Передаем self. Из атрибута winfo. Получаем ширину, текущую, которая есть у этого окна. Так, здесь видно. Так. А высоту меняем на 1 пиксель. И теперь прописываем это имя у нас здесь в обработчике событий. Так, self.lev. Так. Lev mouse. И давайте-ка проверим. Так, какая-то ошибка. Так, посмотрим. Так, все понятно. Значит, во-первых, здесь я забыл точно так же добавить event и вызвать здесь, вызвать именно winfo-width. Так, запускаем. Да что-то такое опять не так. Ага. Где-то здесь опять накосячено. Так, смотрим. Так, вот это вот дело нужно записать вот здесь. Опа. Так, что-то я сейчас посмотрим. Enter mouse, self event. Так, во-первых, ага, это уже в десятых, наверное. Так, эту лишнюю. Во-вторых, все эти методы нужно же разместить вровень. Сейчас. Вот так вот. Все есть. Запускаем. Надеюсь, в этот раз все будет нормально. Есть, запустилось. Итак, наше приложение сейчас открыто. Давайте-ка поменяем на hide, скрывать. И оно теперь появляется только при наведении мышки на это все дело. Так, don't hide, все, оно появилось обратно. Замечательно. На этом данное видео заканчивается. Подписывайтесь, если вам интересно. Значит, повторюсь, этот код доступен по ссылке для скачивания под описанием видео, как и в принципе полный код всей программы на отдельной ссылке. До следующих видео. Пока.